Здравствуйте. Сегодня мы проводим интервью с директором научно-технологического парка Казахского национального университета имени Аль-Фараби, руководителем и координатором проекта ЮНИСАТ Темирбаевым Амирханом Адильхановичем. Здравствуйте, Амирхан Адильханович. Рады Здравствуйте, вас Дана. слышать. Здравствуйте. Первый у нас вопрос, так как это проект о наноспутниках, можете ли вы рассказать о первом опыте сборки наноспутника? Да, конечно, это было где-то несколько лет тому назад, когда мы начинали первый свой проект. Э, Мы вообще начали проект в 2013 году официально на базе нашего университета. Тогда впервые был заключен меморандум с нашим университетом и Токийским университетом из Японии. Токийский университет является ведущим университетом по разработке и созданию наноспутников. И на базе данного меморандума как раз-таки мы начали заниматься этим вопросом, отправили наших докторантов на долгую стажировку в Токийский университет. Они там проходили стажировку в течение года. В то же время нужно было создавать вторую команду здесь, которая также параллельно будет работать по этой тематике. И вот в 2003 году как раз был, в 2013 году был выигран проект по линии МОН-РК, и в рамках данного проекта мы приступили к разработке и созданию нашего первого казахстанского наноспутника, который был запущен в 2017 году. Ну вот, собственно, вот так мы начинали первый проект. Здорово. Есть ли определенные возрастные ограничения, чтобы заниматься сборкой наноспутника, и с чем они связаны? Знаете, наноспутник — это настоящий космический аппарат. Несмотря на свои малые размеры, он имеет все необходимые подсистемы, которые есть во всех больших спутниках. Поэтому для разработки таких вот аппаратов нужно иметь определенные знания, определенные навыки. Поэтому, как правило, в наших проектах участвуют студенты старших курсов, магистранты, а также докторанты, которые имеют базовые знания по микроэлектронике, по программированию, по механике Мгм. и так далее. Мгм. Хорошо. С какими трудностями сталкивались во время сборки наноспутника? А, Первый спутник, сборка первого наноспутника для нас был уроком, можно сказать, да, большой школой, потому что, Мгм. несмотря на то, что у нас не было опыта в этой области, абсолютно такого опыта, да, в создании таких спутников, мы взялись за этот проект. И, естественно, были определенные ошибки, были недоучеты этого проекта. И из-за этого первый наш проект «Наноспутник», он не давал сигнала, да, после запуска. И, я думаю, Мгм. самая главная трудность сборки первого наноспутника — это была нехватка опыта, и все. Других трудностей мы не можем даже сказать, что трудности, да, они стандартные такие, работы решаемые. Единственное, не было Мгм. опыта соответствующего. А когда мы разрабатывали уже второй наноспутник, у нас вообще проблем не было. Мы тогда к этому времени уже практически знали все нюансы от проектирования, заканчивая до запуска, там, эксплуатации, да, этих спутников. И у нас было достаточное время, чтобы работать над своими ошибками,
вот, набраться опыта и так далее. Мгм. Мгм. Хорошо. Вот вы сейчас немножко рассказали о трудностях, а вы можете сказать о важном моменте сборки наностпутника? А, ну, м, знаете, как я сказал, наноспутник — это полноценный космический аппарат, поэтому каждый этап, начиная от проектирования до запуска, является важным. Здесь нельзя как бы сказать, что какой-то этап очень важный, а какой-то этап не совсем важный, да. Любая ошибка может Мгм. как бы принести большую там негативную там последствия в будущем. Поэтому здесь нужно к этому вопросу относиться как бы очень серьезно и тщательно, отрабатывать каждый этап. Но я думаю, если что Мгм. касается вот конкретно сборки, да, наноспутника, очень важным это соблюдать определенные требования м, при сборке этих спутников. Например, когда мы делаем сборку наноспутника, мы должны иметь специальное чистовое помещение, где количество частиц больших, эти микрочастиц не должно превышать 100 тысяч штук на каждый кубический метр. Вот для этого используются специальные фильтры воздушные, HEPA-фильтры, которые подключаются, и они работают до тех пор, пока не установится такая частота. Только после этого мы обычно приступаем к сборке. Вторым важным моментом является как раз использование специального клея при закручивании винтов, гаек этого наноспутника, потому что после того, как мы собрали наноспутник, спутник проходит различные виды испытаний. Это вот термовакуумные испытания, виброиспытания, и спутник должен выдерживать данные нагрузки. Поэтому здесь тоже нужно соблюсти определенные вот стандарты, прописанные именно в космической отрасли, да. Мгм. А вот сейчас очень развивается, да, сфера строения наностпутников. Как вы Мгм. думаете, если сфера наностпутника будет развиваться в таком же темпе, то в будущем это не повлияет на климат? Ну, знаете, Дана, все возможно, да. Я здесь, на мой взгляд, больше всего повлияет на климат не количество запущенных наноспутников, да, не развитие этой отрасли, а реальное антропогенное воздействие человека, человеческое воздействие на климат, да. Понятно, безмерное количество, увеличение количества наноспутников может привести к появлению космического мусора, да, в будущем, потому что они все летают на околоземной низкой орбите, и на сегодняшний день как бы достаточно свыше 2000 наноспутников имеется на орбите. Понятно, что идет экспоненциальный рост на сегодняшний день этих наноспутников. И это в один прекрасный день может привести к тому, что вокруг Земли образуется огромная оболочка из космического мусора, да. Но Мгм. я думаю, все-таки экологические проблемы, связанные даже не с этой деятельностью, а деятельностью человека на Земле больше. Это те же несоблюдения каких-то экологических норм при производствах, да, каких-то соглашений международных принятых. Мы повсеместно видим сейчас такие как бы картины, небережное отношение человека к окружающей среде. Это все может даже больше принести как бы урона, да, чем нежели наноспутники. А наноспутники, в свою очередь, даже могут помочь в этом, в решении этих проблем, потому что они используются для мониторинга экологической ситуации на сегодняшний день. Есть такие спутники, у которых миссия заключается в мониторинге, значит, пожароопасных зон, мониторинге пустынь, да, мониторинге
экологического состояния лесов и так далее. В этом плане, я думаю, от наноспутников будет больше пользы, чем вреда в будущем. Мгм. Хорошо. А возможно ли применение наноспутников в образовательных целях? Да, естественно, наноспутники, как правило, имеют 4 основные преимущества, поэтому они на сегодняшний день стали очень популярными. Первое – это, естественно, их дешевизна. Во-вторых, короткие сроки, жизненный цикл разработки самого наноспутника. Она как бы составляет от 2 до 3 лет. За этот период можно разработать с нуля наноспутник, имея небольшой коллектив. Тогда как большие спутники собираются, разрабатываются десятки лет. Вот третьим преимуществом является это стандарт, который признан во всем мире, стандарт CubeSat, согласно Мгм. которым мы делаем все разработанные на спутники. Это также облегчает нашу задачу. И четвертое, очень важное преимущество использования вообще разработки на спутник – это образовательная миссия. Поэтому на сегодняшний день наноспутники очень широко разрабатываются во многих ведущих вузах, потому что при разработке мы можем привлечь именно студентов, как бы бакалавр, да, магистрантов, докторантов, чтобы они прошли все этапы разработки настоящего космического аппарата. Это на самом деле здорово, и сейчас разработка на спутников считается отличным инструментом практически для молодых людей со всего мира, кто занимается там, исследованием космоса, космическими технологиями и так далее. Я думаю, это отличный инструмент, как бы изучение вот даже STEM-образования в школах, университетах, потому что, изучая наноспутник, как раз студенты или школьники изучают основу программирования, основы проектирования, основы 3D-моделирования корпуса наноспутника, да, а также после запуска, например, если даже взять стратосферу, то э, различные датчики измеряют определенные характеристики воздуха, окружающей среды, потом обработка, их анализ. Это уже прививает у учащихся навыки исследователя. Уже идет наука, понимаете? Поэтому, я думаю, это отличный инструмент, незаменимый инструмент на сегодняшний день. Мгм. Ну, тут мы, наверное, подошли к самому интересному вопросу. Как прошел первый проект Юнисат? Можно ли его назвать успешным или были какие-то трудности? Ну, я думаю, что проект в целом был успешным, потому что мы смогли обучать вот 20 девушек, да, из разных регионов Казахстана. Они прошли наши курсы бесплатно, узнали все нюансы разработки, создания, проектирования наноспутников. В финальном этапе они запустили разработанный ими наноспутник на верхней слое атмосферы. И самое главное, как бы, я думаю, мы смогли сделать очень интересный курс. Была как бы собрана такая интересная команда, да, девушек. Самое главное, девушки получили огромный эффект. Во-первых, понятно, они получили знания реальные, да? Это вот типа, скажем, hard skills, да, вот реальные знания в области там э, программирования, проектирования, 3D-моделирования, микроэлектроники, вообще в целом. Помимо этого, у девушек наших мы заметили очень хорошие такие вот soft skills, да, они показали, смогли работать в команде. Работая над этим проектом, девушки как раз научились к сплоченности. Вот я это сам заметил. Они подружились, нашли общие темы, общие интересы у них появились.
Получилось у них хороший нетворкинг, я думаю. В целом проект Мгм. был успешный, на мой взгляд. И в этом году как раз будет продолжение данного проекта уже в таком большом масштабе, да, с участием свыше 2000 девушек не только с Казахстана, но и с Киргизии, с Узбекистана. Проект уже будет масштабироваться в этом году. Наша команда сейчас готовится к запуску данного проекта. а, Готовим уже онлайн-курсы с учетом от нынешней ситуации. Мгм. А почему в проекте запланирован именно наноспутник, а не какой-либо другой спутник? Как я выше сказал, наноспутник имеет свои преимущества, да, как в изучении именно космоса, космических технологий. Во-первых, наноспутники делаются за короткие сроки. Это самое важное, я думаю. Во-вторых, они дешевые. То есть есть такая специальная категория компонентов, их называют COTS, это некоммерческие как бы компоненты электронные, да. Эм, От использования данных компонентов, использования относительно недорогих начинок, микроконтроллеров, электроники, в целом удешевляет разработку подобных проектов. Поэтому, во-вторых, в-третьих, как бы наноспутники, как я сказал, имеют уже специальные стандарты, прописанные, да, есть жесткие требования, вот, стандарт CubeSat. Мгм. Поэтому, во-первых, это легче в разработке и быстрее в разработке. Мгм. А делать даже те же микроспутники, которые весят там до 50 килограммов, это э, очень сложно, во-первых, и очень долго. И здесь как бы знания потребуются специальные уже, специфические знания потребуются у учащихся. А здесь все-таки наноспутник, он такой легкий, легче относительно разработка наноспутника в целом. Мгм. А возможно, какие-то базовые знания или личностные качества нужны для участия в проекте ЮНИСАТ? Ну, самый главный интерес, я думаю, здесь, потому что мы все будем обучать с нуля, начнем как с нуля программировать, с нуля как бы проектировать в целом на спутник. Ну, естественно, приветствуются какие-то знания в области электроники, программирования, знания физики, да, знания какие-то знания по радиоэлектронике. Если есть у участников или участниц, это приветствуется, но это не обязательно, потому что курс предназначен скажем, широкой категории, да, Мгм. интересующихся именно. Поэтому, я думаю, все нормально. Амирхан Бельханович, вы как руководитель такого уникального проекта, какие выводы для себя сделали? Чем был интересен данный проект? Во-первых, уникальность проекта заключается в том, что участвуют здесь только девушки, да. Это уже уникально. М, Конечно, да. Да, и было очень интересно и отрадно для нас, что девушки ничем как бы не хуже справлялись с вот этими всеми задачами, поставленными перед ними, показали очень высокие результаты, показали работу в команде, это тоже немаловажно. Вот как вы сейчас задали вопрос, какие нужны качества, да? Здесь вот помимо определенных знаний нужны лидерские качества, потому что разработка на спутников – это командная работа. Здесь надо иметь креативность в том числе, потому что креативное мышление, критическое мышление, потому что разработка, скажем, новой миссии для нового спутника каждый раз это такая новая задача, да. Каждый наноспутник
отличается от другого наноспутника чем? Только миссией. У каждого наноспутника есть своя уникальная миссия. А так все это состоят из одних и тех же подсистем. Во всех спутниках есть солнечные панели, во всех есть система энергопитания, во всех есть система связи, да, прямопередатчики, во всех есть бортовые компьютеры и так далее. Но у каждого спутника есть своя уникальная миссия. То есть Мгм. то, что я выше сказал, они относятся к платформе наноспутников, да? Каждый наноспутник состоит из определенных платформ, которые не меняются практически, потому что они необходимы для жизнеобеспечения этого наноспутника. Меняется только миссия, это задача наноспутника. Чем они отличаются друг от друга? Допустим, один наноспутник делает только снимки земного шара, да, это ДЗЗ мы называем, дистанционное зондирование Земли. Другой наноспутник, например, измеряет радиацию. Третий там исследует какие-то верхние слои атмосферы, может быть, да, появление как-то молний, например, есть такие спутники изучают. Вот. Какие-то спутники используются для интернета вещей, для определения местоположения грузов и так далее. Они как бы различаются вот именно как раз задачами такими, своей миссией. Мгм. Да, действительно, проект уникальный. А как долго планируется реализация программы UNIPEC? А наш проект мы планируем вот совместно с ЮНИСЕФ Казахстан. Изначально была поставлена такая глобальная задача, глобальная цель запуска настоящего наноспутника, настоящий космос, да, и наноспутник, Мгм. который разработан именно с участием наших девушек. Вот мы сейчас шаг за шагом идем в этом направлении. Первый набор, 20 участниц, разработали наноспутник UNISAT-1, был запущен на верхней слои атмосферы. Вот в рамках второго этапа мы, во-первых, увеличили географию, да, участниц. Во-вторых, будут разработаны уже 5 наноспутников, а не один, которые также будут уникальные. Мы их называем UNISAT Plus, UNISAT Plus, или это второй как бы наноспутник, где будет также интересная миссия, скажем так. И третий этап нашего проекта, глобального проекта, это все-таки разработать, создать настоящий наноспутник, который будет запущен в космос, который также будет решать интересные такие глобальные задачи. Мы сейчас над этим вопросом думаем, либо свяжем наш проект с таким международной инициативой ЮНИСЕФа ГИГА по обеспечению как бы интернетом всех школ, да? Либо же свяжем миссию нашего спутника с экологией, чтобы наш спутник решал какие-то глобальные экологические вопросы. Мы сейчас над этим думаем, работаем. Мгм. Хорошо, очень интересно. Какие перспективы развития наноспутников в Казахстане вы видите? Перспектив очень много на самом деле. Сейчас на рынке уже имеются, на мировом рынке имеется в виду множество компаний, частных компаний, у которых капитализация насчитывается там до $1 миллиарда, да. Именно они получают прибыль от использования наноспутников. У них вот имеется сеть наноспутников, это вот около сотни, там, 200 наноспутников, которые решают конкретные задачи. Да. Какие-то сети наноспутников занимаются дистанционным зондированием Земли высокого разрешения, какие-то решают именно вопросы логистики и предоставляют свои услуги. Вот мы планируем сейчас третий наноспутник университета. Как вы знаете, университет запустил уже 2 спутника. Наноспутника Аль-Фараби-1 и Аль-Фараби-2.
И очередной наноспутник мы планируем запускать также. И сейчас планируем миссию, такую интересную миссию, называется гравиметрические измерения. Это означает, что спутник, если очень простыми словами, да, спутник, летая на орбите, определяет местоположение полезных ископаемых. Интересно, да? Для Казахстана тем Да. более интересно, потому что Казахстан такая богатая страна, много есть еще, скажем так, исследованных, да, или там неисследованных каких-то запасов. Вот, Да. во-первых, геолого-разведочные работы именно по гравиметрии, да, стоят очень дорого, и компании казахстанские платят огромные средства на разведку таких мест. А если мы сможем, например, сделать наноспутник, который решал бы эту задачу, во-первых, принес бы огромную пользу для государства, а также есть у него вторая как бы часть, можно результаты спутника как бы коммерциализировать, да, продавая информацию, данные интересующим Мгм. странам. Мгм. А вот как вы считаете, какие перспективные направления космической деятельности есть в Республике Казахстан, на ваш А, взгляд? Перспективные направления, ну, я думаю, они сегодня как бы развиваются, да, у нас есть специальное министерство, которые курируют данное направление, специальное агентство есть, у них уже есть свои какие-то видения на этот счет. Но, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, я бы хотел, чтобы в Казахстане развивалась именно разработка и создание именно малых космических аппаратов, потому что сейчас мы видим такую реальную тенденцию, когда во всем мире идет такая вот миниатюризация. Это вы сами знаете, да? Вот, Мгм. допустим, в свое время компьютеры, которые занимали целую комнату, сейчас помещаются в ладони человека. Это телефоны, например, да, сейчас намного сильнее, чем вот, старые компьютеры, по мощности имеется в виду. Точно так же вот такая вот миниатюризация идет и в космической сфере. Благодаря вот развитию именно микроэлектроники, мехатроники начали появляться очень мелкие детали, радиационно стойкие детали. И за счет этого уменьшаются размеры самих наноспутников. При этом задачи, которые они решают, как бы остаются, да, они сравнимы с задачами тех задач, которые решают большие спутники. Мгм. Поэтому я за, чтобы в Казахстане развивалась данная отрасль, именно разработка на спутниках. Во-вторых, я бы хотел, чтобы развивалось направление по запуску наноспутников, потому что мы имеем огромный космодром Байконур, и на сегодняшний день запуск наноспутников это тоже имеет огромную коммерческую, скажем, ценность. Во всем мире занимаются вот, операторы пуска кластерными запусками, да, сразу запускают там сотни там, спутников и так далее. Почему бы не заниматься этим вопросом также? Это тоже перспективное направление для Казахстана. Вот. Мгм. Спасибо большое. Что бы вы сказали себе, если у вас была бы возможность встретиться с собой в начале вашей карьеры? Ну, это интересный вопрос. Начало карьеры – это практически 10 лет, да, буквально. Я же начинал свою карьеру буквально 10 лет тому назад. М, Но сейчас, что я могу сказать? Мы сейчас живем в таком мире, да, Дана, вот где от человека потребуется гибкость. Раньше, если ты был специалистом в одной области, да, и все, ты работаешь и так далее. Сейчас мир меняется так сильно, так быстро, что человек должен быть очень гибким. У человека должны быть какие-то вот такие soft skills, да,
это потребность, скажем так, сегодняшних реалий. Вот. Поэтому, если бы я 10 лет тому назад знал, что вот мир так будет развиваться, очень прогрессивно, динамично, да, во-первых, я бы больше, наверное, обращал внимание на такие навыки, как soft skills, да, гибкие навыки. Возможно, больше читал книг, наверное, то, что я упустил, может быть, да. Я бы начал изучать языки так пораньше, да. Чем раньше, тем лучше, потому что сейчас мир информации и знаний языков – это огромные преимущества, в принципе. В целом никогда не поздно, я думаю. Можно начинать Да. и сегодня, да. Никогда не поздно. Ну и, наверное, в заключение хотелось бы, чтобы вы дали какие-то советы нашим участницам, что вы посоветовали. Ну, во-первых, не бояться, потому что ничего такого страшного нет в изучении. Курс будет разработан так, что вы шаг за шагом будете осваивать программу от легкого к сложному, да, вот материал будет так подобран. И, во-вторых, терпение я попрошу как бы у участниц, потому что курс такой специфический, понятно. Так, какие еще советы? Ну, хотелось бы, чтобы они смогли работать в команде, потому что, как я сказал, разработка вот таких проектов – это командная работа. Здесь очень важно командный дух, работа в команде, потому что наноспутник имеет огромное количество подсистем, и каждой подсистемой занимаются определенные люди. И в зависимости от того, как, скажем так, где-то будет сбой какой-то, да, от этого зависит в целом весь проект, судьба этого проекта. Поэтому хотелось бы, чтобы у участниц была вот такая вот сплоченность, это пожелание такое. М. Угу. Все, в Хорошо, принципе. спасибо вам за Мгм. интервью. Амирхан, было очень интересно, познавательно. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, Дана. До свидания. До свидания.